Привет любителям XCOM. Мы продолжаем играть в ультимативную сборку на легенде. И недавно мне написал один товарищ. У нас уже появляются люди, которые хотят попасть к нам в отряд. Давайте мы начнем, значит, нашу серию именно с этого. Он захотел у нас быть снайпером за место вот этого стиля. Давайте мы его сейчас переименуем. Так, минутку. Александр Дубровин. Дубровин. Прозвище Морни. Так, вроде бы ок. Если где-то ошибся, обязательно напиши. Я не буду менять вот эти вещи. Поменяю только то, что ты меня попросил поменять. Ты хотел красный цвет. Так, а что у нас цвет? Оранжевый, да, только? Наверное, и одежду придется поменять тогда. Блин. Давай его допустим так. Какие-нибудь такие руки. Какие-нибудь такие ноги. Так, тело не подходит, да, все-таки. Ладно, давайте стандартное тогда какое-нибудь тело. Окей, красный цвет, думаю, теперь виден. Еще мы оружие сделаем красное, чтобы точно все, вот и весь красный у нас. Потом ты просил у нас очки тебе сделать круглые, черные. Убрать головной убор. Так, волосы. Давай какие-нибудь волосы тебе причесон сделаем. Ой, это по хардкору, конечно. Ну, давай вот так. И вот эта штука, не знаю, нравится тебе она, нет. Ну, давай уберем. Погоняй с сигаретой. Не знаю, куришь ты, нет. В общем, если что-то не понравится, пиши, мы поправим. Вот, пока так. Ну-ка, все ли правильно? Покрасить красным, круглые очки, убрать шапку. Да. Все, вот у нас есть первый снайпер. И еще я точно знаю, что меня смотрит мой брат. Иногда вечерком под пивко. Я бы, наверное, еще, с вашего позволения, добавил его. Так ему будет смотреть интереснее. Как игра сразу брата моего. Блин. Так. Александр. Сейчас всем спалю, как тебя зовут. Холодилов. Ну давай ХФ будешь. Не знаю. Может быть даже оставить тебя негром. Так, ну ты ладно. Вот тебе голос я поставлю. На тот, который похож на тебя. Вот, я думаю, тебе понравится. Да, вот оно такое вот. Хорошо. Где там цвет кожи меняется, не помню. Вот. Ну не цвет кожи нужен, а раса. Да, пусть будет так. Мы обязательно тебе... Ну, здесь что-нибудь попроще давайте. Подожди, это шлем. Шлем надо убрать вообще. Нам нужно волосы на лице обязательно сделать вот такие. Волосы черные пусть будут. Сам причесон. Ну, не знаю, пусть будет так. Все, короче, готов. Не буду здесь долго занимать время у тех, кто смотрит. В общем, есть-то у нас. Голос у тебя есть, все прекрасно. Какой-никакой ты будешь у нас бегать. Захочешь как-то себя кастомизировать, сам напишешь. Вот, мы не будем много времени занимать на вот эти все кастомизации. Кто еще хочет попасть в отряд, пишите. У нас есть один ноунейм, на его место можно вообще что угодно прописать. И можете просто выбрать скин, вот, пожалуйста, их тут много, написать за место, кого вы хотите быть. И я просто поменяю вас вот точно так же, как я уже это сделал со стилем. Так, а где он? Он проникает. Я уже потерял. Вот он, Александр Дубровин. Вот. На манер Александра Дубровина могу просто поменять текущий скин на вас. Так, ну все. С этим разобрались. Давайте вспомним, что у нас вообще происходит. Я, несмотря на то, что
хотел не строить партизанку, все равно ее построил, пожадничал. И посмотрим. Теперь надо будет повнимательнее относиться, потому что у нас энергии мало. Нам надо точно, чтобы нам хватило энергии на пси-лабораторию. Возможно, мы больше ничего не будем строить, кроме пси-лабораторий. А если нам фартанет с деньгами, то, может быть, мы все-таки будем что-то строить. Но тогда придется поставить обязательно реактор и пси-лабораторию, иначе на нее энергии не хватит. Вот. Денег, я думаю, мне хватит. Я нагребу трупов как-нибудь. Вот, пока так. Пока движемся к пси-лаборатории и выполняем миссии. Давайте посмотрим, что у нас тут. Тут мы сидим в штабе. Что по миссиям? Миссия уже подходит. Сейчас начнется. Здесь у нас скан идет. Здесь идет скан. Кстати, появился человек. Здесь иногда появляются люди сами по себе. Подождите, он не сам по себе появился. Мы освободили. У нас была миссия на освобождение, да. И мы его освободили. Так что это точно человек. Прекрасно. Я уверен, что все вот эти люди, это именно люди. Они вроде бы как не должны быть психами со старта игры. А вот здесь у нас могут сидеть безликие. Поэтому здесь надо бы назначить человека какого-нибудь, чтобы он, пока ничего не происходит, у нас искал там безликих. Ну, пусть даже он будет. Давайте посмотрим, что. Патрон, аптека, ну нормально. Когда вы назначаете в убежище людей, тут смотрите, какая схема у нас есть. Мы можем назначить ученого, инженера и бойца. Ученый ускоряет добычу разведданных и улучшает поиск миссий. Вот, но пока народу мало и ученых мало, это вообще неразумно. Ученых будем назначать только в лейте, уже когда будет поздняя игра. Инженер ускоряет добычу материалов. Но опять же, материалы я еще очень не скоро буду добывать, тоже в этом нет смысла. Пусть он у нас на базе лучше копает. А бойцы как раз таки ищут безликих. И чем выше звание у бойца, тем лучше он ищет безликих. Вот поэтому желательно назначать максимального ранга бойцов. Вот он будет среди вот этих людей выискивать, кто же здесь шпион, кто тут негодяй. И если что, нам дадут миссию по поимке этих гадов. Вот. Поэтому пока у нас есть свободные люди, мы всегда стараемся назначать их, чтобы они искали безликих. Ну, здесь их, скорее всего, нет, но я все равно назначу. Все равно люди бездействуют. Вот. И давайте дождемся миссии. Так, отлично, 100%. Ученый. Пакет данных. Очень хорошая миссия. 7-9. Еще и с разведкой местности. То есть мы будем видеть врагов очень издалека, даже сквозь стены. Очень хорошо. Что за отряд? Отряд большой. Тут у нас, кстати, как раз Александр Дубровин будет. Посмотрим, как себя проявит с его большой точностью. Много новобранцев. Ну, народу много. Это, помните, та халявная миссия, которая должна быть точно выполнена. Вот. И без скрытности она. Ниндзя есть? Ниндзя есть. Так что у нас будет разведка. Отлично. Давайте начнем. Еще раз напоминаю, что если кого-то утомляют там какие-то элементы игры, кто-то, например, вообще не хочет смотреть на кастомизацию, как я там персонажей меняю, или кому-то не интересна стратегическая карта, а интересны только миссии, пользуйтесь ключами внизу экрана на шкале времени. Я всегда проставляю ключи, где у меня идет миссия, где у меня кастомизация, где конец миссии, соответственно, повышение. Вот что вам интересно, туда и листайте. Вообще не зазорно. Пропускайте все эти долгие загрузки, если они вам не нужны. Они вам не нужны. The spokesman gave us the location of a VIP stranded somewhere near our AO. He'd like us to secure the area, rendezvous with the target, and provide an escort out of there. Отлично, у нас подгрузилась миссия. Первый смех. Интересно. Интересно, первый смех. Такие иногда философские названия миссий у них бывают.
-15, target coordinates incoming. Secure the VIP and proceed to the evac volume for extraction. Игра ожила. Advent already knows we're here, so your position isn't Так, помнится, я хотел немножечко понизить звук. Все-таки музыки я его повышал, все-таки я его верну обратно. Потому что глянул по прошлым записям, как-то многовато показалось. И смотрите, из-за того, что у нас есть разведка местности, мы сразу знаем, сколько у нас врагов. Мы точно знаем их 8. Очень хорошо. Очень хорошо. Давайте подумаем, как мы пойдем. Ага, тут больше все-таки места справа. Слева поменьше места. Мы, наверное, пойдем бочком по левому краю. К тому же ивак тоже примерно слева, да, у нас? Давайте глянем. Вот здесь есть подъем. Вот здесь есть подъем. В принципе, удобно и так, и так. Да, и так, и так. Мы пойдем, значит, вот по вот этой крыше левой, по левой части. И если у нас враги окажутся где-нибудь здесь или там вот здесь, нам будет очень удобно с крыши их мочить. Да, так мы, наверное, и сделаем. Еще у нас, смотрите, есть C4. Я брал C4 ниндзя. Может быть, удастся попробовать ее. Погнали. Сразу кого-то видим. Кто у нас здесь? У нас тут солдат, фазовый дрон. Дронов я уже показывал вам. У нас есть дуалист, новый враг. Давайте посмотрим на него. Пехотинец Адвента, мастер, владеющий пистолетом. Его выстрелы замедляют и ослабляют наших бойцов. Ну, в общем-то, ничего тут такого сверхъестественного. Это вариация обычного бойца. Его фишка в том, что у него есть пистолет, которым он активно пользуется. Он умеет стрелять в ногу. Это снижает мобильность. Он может скорострел. То есть он может вместо типичного подойти и выстрелить, он может выстрелить 2 раза. 1 раз из пистолета, 1 раз из автомата. Вот такой вот чувак. И еще у него, видите, есть искажающие патроны. То есть все его выстрелы немножко ослабляют наших бойцов, если они попадают. Вот, ну, такой не сильный враг, честно говоря, нормальный. Вот, и давайте посмотрим. Блин, фазовый дрон мне не даст подойти и использовать C4. Вот, тут видите, какой рейндж. Вот здесь я еще могу встать, и то не уверен. И то не уверен, что это баг. А здесь уже меня везде палят. Я думаю, у меня не получится C4 здесь использовать никак. Да, у меня не получится. Ну, мы будем просто их пулить максимально быстро и убивать сразу. Врагов мало, нас много. Я вообще ничего не боюсь. Уже вальяжно себя так халявно чувствовать. Посмотрим сейчас. Мне бы хотелось их спулить на их ход, чтобы они не стреляли в меня. Поэтому я встану как-нибудь так. А ты у нас с дробовиком. Тебе можно просто сидеть. Ты у нас кто? Тут уже палят. Палят. Давай вот так. Какой, смотрите, чел. Святой прям. Так, овер. Ну, я подойду так, знаете, аккуратно на самую границу их обзора. И всеми встану на овер. От тобой не получится, да, встать на овер. Так, а ты, может быть, сюда пойдешь. Давай вот туда. Давай туда. Ты сюда. Встаем овер. Ученый пока обождет. И у нас есть классный снайпер уже один, опытный. И у нее есть пистолет. Но мы ее тоже подводим, как и другого снайпера. Чтобы если там будут враги, они как-нибудь отсюда уже работали. Вот, ученый пока сидит. Сидит и молится. Давайте ко мне. Ко мне, ребята. Они подняли. Увидел, да? Прекрасно. Все, как я и хотел. О, неплохо даже убили. Хорошо. Еще будут выстрелы? Нет, не будут. Да, видите, как важно. Очень важно начинать битву. Вот это я для брата, кстати, сейчас и поясню. Вот он в XCOM не играл никогда. И писал мне, что ты все время говоришь косяк, косяк. Дело в чем, что начинать битву всегда желательно с оверов. Я сейчас начал ее с оверов. Враги там побегали, посветились, но они не сделали ничего агрессивного. Для них это было внезапно. Вот. А если битва начинается не так, а любым другим способом,
Враги могут делать агрессивные действия, и сразу кто-то может получить ранение, отлететь, и, в общем, много неприятного может случиться. Вот именно поэтому я пытаюсь всегда начинать битву с оверов, чтобы враги разбежались, а кто-то даже умер, как сейчас. Это очень удачное начало игры. Так, давайте посмотрим, что по снайперам. 73. Я железобетонно уверен, что вот этого парня я убью, и дрона я убью, поэтому я вообще не боюсь снайперов использовать. Давай, Морни, покажи себя. Прекрасно. Молодец. А другого снайпера оставим. Надо дуэлиста кем-нибудь замочить. Может быть, штурмовик его пристрелит. У дробовика очень хорошая точность вблизи, даже через стенку. Поэтому вот так. Уехал. Прекрасно. Давайте искать еще врагов. Это было только 3. Это было только 3. Или труп забрать. Давайте, наверное, даже труп заберем. И будем потом искать врагов. Дуалиста у меня еще не было. Надо бы его взять. Из него делаются те самые патроны искажающие, которые у него были. Так, а здесь мы сильно не бежим, чтобы лишний раз опять не пулить никого. Мы будем аккуратненько так. Здесь даже вот так. Аккуратненько их ждать. В игре есть еще такая механика, как звук. То есть вот здесь была какая-то стрельба, какие-то взрывы. И примерно в 20 клетках от этого места, то есть вот если здесь кто-то был, или вот там, например, кто-то был, они вполне могли услышать эти выстрелы, и сейчас как раз-таки сюда будут сбегаться. Поэтому мы садимся опять на овер и ждем их. К тому же наш разведчик занят пока. Давайте ждем. Вот о чем я говорил, видите? Ну, нам показали мельком их, но на самом деле они, наверное, услышали звук и куда-то сюда как раз бегут. Поэтому они, наверное, к нам и прибегут. Здесь я предлагаю взять лут, а то он исчезнет. И, возможно, кстати, С4 применить. Попробовать. Так, он их видит. Что по С4? С4 потратит у меня ход, и ниндзя будет в уязвимом положении. Вообще не очень хотелось бы, вдруг они поднимутся. Есть тут у них. Да, они могут подняться вот здесь. Здесь он так хорошо видит их. Давайте, может, вот так встанем. Я все равно их буду видеть за счет разведки местности. То есть вот сейчас я их вижу через стену за счет вот этого ситрэпа. А обычно этого не бывает. Так, и мы как-нибудь аккуратно так подходим, чтобы если они заберутся наверх, мы их постреляли. Овер. Давай еще ближе. Ученый сиди. Текс, ты подходи. Ты уже спалишь кого-то. А здесь не спалишь? Точно не спалишь? Ты смотри у меня. Да, не палит, отлично. Можно даже овер нажать. Второй снайпер. Тоже давай наверху. Снайперы, когда находятся, ну вообще любой боец, когда стреляет сверху вниз, он имеет 10 бонуса к меткости. Поэтому я оставляю их наверху. Наблюдения нет смысла, ты все равно не попадешь. Ну, хотя защита тоже нет смысла. Давайте так. Ага. И я бы не хотел сюда идти, вдруг там враги. Пойдем все-таки по левому краю. Просто подходим. Овер. Ты просто сиди. И ты у нас перезарядись. О, видите, светятся. Да. Мимо. Ладно. Что у нас будете делать? О, пятерочка. Неплохо. Так, ну даже смотрите, шансы были неплохие.
Ну, нормально, я считаю. Инициация нормальная. Отсектует. Давайте глянем. 94, а вот так 69. Ну, просто стреляем. Пойдет. Дальше что? Целотит. Надо кем-то разобраться вот из этих. Вот из этих. Наверное, вот так. Подходим. И смотрите, видите, целотит маленький, гаденый. Он стоит в Олпане. У меня 63 меткости. По идее, я должен 20-ку, что ли, получать. Но из-за его врожденной защиты, из-за его уклонения, шансы вообще такие себе. Крита вообще просто нет. Да, видите, такой не очень приятный враг, по которому часто бывают промахи. Так, а не было, что у нас? Ну-ка отсюда. 73. Да, убили. Неплохо. Ученый, пока просто двигайся. Надо как-то разобраться с сектоидом. Кто его видит? Ну, ниндзя видит, это понятно. Мне бы хотелось, чтобы кто-то другой его видел. Отсюда, да? Отсюда. Отсюда тоже есть. Давайте. Может быть, гранатой даже его убить. 36 граната. Надо своего не задеть. Вот так, аккуратненько. Да, готов. Блин, добыча была. Ну ничего. Ниндзя, что по трупам? Это наш нам не надо. Мы и так добежим. Вот я бы хотел целотида взять. Здесь кто был? Дрон. Дрон у нас уже есть. Целотида давайте возьмем одного. Мы еще его не видели. Берем целотида. И, наверное, я возьму еще сектоида, вот того мертвого. Сектоиды по десятке у нас идут. Это хорошо, это лучше, чем 5. Все, просто двигаемся пока. Убито 5, осталось 3. Вообще халява. Так, ниндзя. Ниндзя. Сектоида я хотел взять. Берем сектоида. И я не буду сильно тут вылазить вперед. Да, да, меня устраивает. Где-нибудь здесь сейчас соберемся все. И будем ждать ниндзю, чтобы у нас была разведка. И снайперов выдвинем на какие-нибудь позиции получше. Ты, например, сюда. Это у нас кто? Просто боец. Тоже просто боец. Наш новоприбывший снайпер, давай сюда. Угу. Что-то места не очень. Подходи, ладно. Подходи. Зарядка. Тоже овер на всякие. Ничего не жди. Отлично, выбежали. Дроид уже, смотрите, появился. Так, как бы нам тут все это... Мы можем зарезать кого-нибудь. Это последние враги. Можно смело резать, если что. Давайте дроида вам покажу. Кто его видит? Как-нибудь снайпер видит дроида? Да, смотрите, еще один новый враг. Дроид Адвента. Кибернетический боец Адвента отличается наличием брони и повышенной точностью стрельбы по помеченным целям, но уязвим ко взлому и электрическим атакам. В общем-то, это просто тушка, обычный солдат. У него чуть меньше хп, чем у рядовых солдат Адвента, но у него есть броня, видите, врожденная за раз-2. И он чуть-чуть точнее, чем обычно люди. То есть обычно точность что-то типа 65, у него уже 70. Вот. Но это робот со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть он уязвим ко всяким электроатакам. Спецы его вообще там шотают просто с протокола нападения. Его можно захватывать. Такое разнообразие. В общем, еще чуть больше роботов, еще чуть больше целей для поимки их взломом. Так, давайте думать. У нас снайперы точно хорошо постреляют. Мне бы хотелось хорошо пострелять и штурмовиком. Очень меня пулеметчик напрягает. Здесь я, наверное, сделаю вот так.
Тут, конечно, нет укрытий хороших. Для дистанция тоже такая, знаете. Может быть, сверху даже лучше было бы выстрелить. Что здесь 2 клетки? Блин, я еще подумаю. Погодите. А ниндзя пойдет резать. А тут у нас что? Тут кого-то видим. Ну-ка, давай. 49, 49. Да, намечается, знаете, какой план? Самая здесь опасная цель — это пулеметчик. Так что мы его помечаем. И будем пытаться в первую очередь убить его, а дальше подумаем. 68. Ну-ка. Мимо. Так, а ты у нас что? 69. Почти такой же шанс. Морни, красавчик. Уже 2 раза попал сегодня. Хорошо. Так, дальше ты порезать можешь. Кстати, ты убьешь офицера? Да, ты его убиваешь со 100% шансом. Отлично. Нам осталось только с дроном разобраться. Это вообще изявое. Вот так вот. Я думаю, хватит ему. Да, уехал. Так, и ниндзя. Давай, не подведи. 100%. Ой, да что ты? Увидел. Отъехал. Нормально. Ну и все, в общем-то, это все враги. Подкрепа даже не успеет прийти, мне кажется. Мы просто бежим на эвак. Угу. Что по ученому? Ученый будет подниматься здесь. Да. Ну, в общем, все тут, все понятно. Ниндзя потратил все свои заряды. Можно по приколу С4 куда-нибудь кинуть. Мало ли подкрепа приземлится. Ну, даже не знаю. Мне опыта за него все равно не дадут больше. Поэтому можно этим не заниматься. Просто всеми бежать. Так, ты сразу сможешь эвакуироваться, да? Магистр. Из Вархаммера, по-моему, типок. Так, сюда. Снайпер не хватило. VIP secure and in position for evac. Firebrand, VIP is secure. On the move. Так, отлично. Хорошая легкая миссия. То, что нужно на старте. Ученый. Снайпер сейчас точно уровень получит. Он 2 килла сделал. Всем воля, очки способности. Безупречно. Хорошо. Я доволен. Интересно, кстати, а что Морни означает? Это просто никнейм? Или это отсылка к чему-то? Advent officials announced an increase to this month's recruitment quotas. Citizens are encouraged to voluntarily visit their nearest recruitment center. Remember, only together can we build a better tomorrow. Только вместе мы можем построить лучшее будущее, как нам говорит Адвент. Да, только то ли это будущее. Окей, мы приземлились, отлично. У нас наш новоприбывший снайпер сразу получил уровень. Давайте глянем, куда мы пойдем. У него хорошая воля, много здоровья, точность. Он не мобильный. Угу. Он не мобильный. Все остальное в порядке. Давайте глянем, что здесь. Наведение на цель. Навык интересный. Так, боевая смекалка низкий. Навык интересный, но редко используемый на самом деле. Я пока что помечу. Подумаем. Удар из тени. Интересная штука. На снайперов не нравится эта тема. Если мы в маскировке, то наш выстрел будет очень точный и практически гарантированно кританет. Очень хорошая штука.
Надо будет подумать. Верный выстрел прекрасно для снайпера. Вообще один из лучших навыков. Супер шпион тоже вообще-то неплохо. Но смекалка низкая. Ну, это сразу мимо. Тут уже очень много интересного. Превосходная реакция. Первый выстрел в режиме наблюдения гарантированно попадет. Тоже вообще-то очень круто для снайпера. То есть я по дефолту дал всем снайперам дальнее наблюдение. То есть и вот с этим навыком, ну вы сами представляете, то есть не знаешь, что делать, нажал овер, все, это будет гарантированный выстрел по кому-нибудь. Очень круто, но боюсь дорого, и уже есть как бы здесь тоже интересные опции. При низкой смекалке, я думаю, не хватит. Ну, вот это я возьму точно. Вот на это ему хватит. Причем на штаб-сержанте уже и хватит. Вот. Вот это не знаю. Не знаю, давайте помечу. И вот это помечу. Вот хотелось бы все взять, но скорее всего хватит только на это. И дальше будет видно. Вот. И раз он не мобильный, скорее всего у нас будет статичный снайпер. Такой меткий снайпер, который будет где-то наверху всем раздавать хедшоты. Такой пока план. Вот эта штука как бы намекает, что он должен стоять на месте и не двигаться. Поэтому, наверное, я возьму ее. Фантом ему не нужен. Одинокий волк дает еще больше точности и защиту. Но ему это тоже не нужно, потому что он будет где-то за полкарты стоять. Наверное, вот сюда пойдем. Криты. Криты. А здесь есть крит? Да, смотрите. Дает меткость, дает шанс крита. То есть у нас какие здесь опции вот у статичного снайпера? Я могу пойти по стандарту. Бонус к меткости. Усиленный выстрел с критом. Просто усиленный выстрел. И, например, серию какую-нибудь взять, чтобы прям там 3 тела за ход можно было убить, да? Это опция одна, стандартная. Думаю, многие, кто играл в XCOM, ее знают. Есть еще другая опция, связанная с моими новыми навыками. Это агрессия, еще больше критов. Инстинкты охотника дает урон, если мы наносим выстрел с фланга. Снайпер часто может делать на самом деле выстрелы с фланга, потому что он хрен знает где, враг не знает о его существовании, им могут подставляться враги. Ну, либо тупо укрытие можно выносить взрывчаткой. И довольно часто таки будет этот перк срабатывать. Также с фланга вот этот перк добавляет меткость и еще крит. То есть уже представляете, да, сколько может быть крита? Здесь 10, здесь обычно там 10-20, здесь 15. То есть очень велика вероятность, что будут реально криты. Можно даже вот так сделать, здесь еще крит. И потом взять вот эту штуку. Критические попадания могут заставить запаниковать ближайших врагов. То есть если мы даем по кому-то крит, а мы его часто будем давать, то рядом с тем, по кому мы выстрелили, кто-то может запаниковать. Ну и сам, собственно, этот враг может запаниковать. Тоже очень интересный билд. Вот. Но мне мое предчувствие говорит, что не для этого снайпера криты. Все-таки вот этот навык маловато на криты. Мы, наверное, пойдем в стандарт. Золотой стандарт. Много меткости, много урона, много точных выстрелов. Серия, чтобы на мувик прям замочить много кого. И двойной выстрел, чтобы еще чаще стрелять. Вот такой у нас будет стандартный, такой крепкий снайпер. Снайпер-батька. Окей, тут разобрались. Штурмовик. У нас был интересный штурмовик. Она не мобильная, но очень точная. Вот. И что здесь мы можем взять? Высокая смекалка, уже хорошо. Стилет, я думаю, ей не нужен. Добивание. Атака ближнего боя, которая никогда не промахивается и не заканчивает ваш ход, если используется в начале хода. Можно использовать только на врагов с 3 ЛЗ. Это, если мне не изменяет память, что такое? То есть враг бежит, не враг, вернее, мы бежим на 2 хода, как если бы мы использовали стрельба на бегу. И мочим прикладом врага по башке, добивая его. И после этого еще что-то можем сделать. Знаете, для штурмаша вообще-то классный навык. Единственное его минус, что это можно сделать только если у врага 3 хп или меньше. Вот. Но вообще классная тема, особенно для штурмаша. Наверное, я вот его возьму. Стойкость интересная. Аптеки интересно. Давайте я помечу. Сейчас определимся. Так, мне нравится идея делать точного дугометного штурмаша.
Давайте просто примеримся. Вот мы возьмем все на дугомет. Это, если мы промазали, даст дезориентацию. Это даст возможность стрелять по роботам, что очень хорошо. Это повышает еще точность дугомета. У нас и так будет 80+, а еще и точнее. Вообще классно. Это позволит с дугомета делать подрывы. Тоже очень хорошо. Это позволит на халяву использовать дугомет. Вообще, то есть видите, как оно получается. Я, возможно, даже не буду брать ей дробовик. Я вообще возьму ей винтовку какую-нибудь. Или ППшку, чтобы компенсировать ее меткость. Вот. Эта штука даст возможность после того, как мы использовали дугомет, очень точно стрелять. То есть здесь смотрите как. Дает 50 меткости, 50 криту и 2 урона против оглушенных и паникующих врагов. Дугомет у нас оглушает. То есть, видите, да, мы можем за полкарты кого-нибудь оглушить, если попадем, да, и получаем конские бонусы из винтовочки, очень знатно так пострелять. Мне нравится. А даже если мы не оглушим, мы все равно получим бонусы за счет дезориентации. Давайте вот возьмем и реально качнем ее в дугометного штурмаша. И здесь какие выводы мы можем сделать? Она редко на самом деле будет использовать стрельбу на бегу, она редко будет сближаться с врагом, в основном где-то далеко находиться. И ей, наверное, вот это не надо. Но пригодятся аптечки, чтобы своих поднимать. И все-таки иногда она будет, допустим, вот это использовать. Так что я, наверное, вот так оставлю. Это нам не пригодится. Дробовика у нас не будет. Вот это может быть. Может быть. Вот такой план. Окей. Ниндзя. Ниндзя реабилитировался, наконец-то он. Хоть кого-то зарезал. И что у нас тут? Это не тот ли ниндзя, который должен быть стрелком? По-моему, нет. Это какой-то другой, да? Да, я, наверное, путаю. Это какой-то другой. Окей. Он тоже очень меткий. Мобильность норм. Уже есть какое-то уклонение. Но хп мало, да? Давайте подумаем. 5 перки на стрельбу. Инстинкт выживания неплохо. Для ниндзя очень даже неплохо. ХП, правда, мало. То есть, скорее всего, выстрел... Один единственный выстрел для тебя последним будет. Окей. Гранаты, наверное, мимо. Молниеноска неплохо. Первый удар. Вы наносите 2 единицы урона, когда замаскированы, и 1 единицу урона при атаках сланга. Вообще неплохо. Правда, смекалка очень низкая. Да, ты у нас тугодум, тебе не хватит на это. Я думаю, это будет ниндзя со скрытностью через вот этот навык. Давайте я помечу. То есть план какой? Мы будем двигаться вот сюда. Вот этот навык, он что дает? Если мы из скрытности атакуем, то у нас будет еще 1 очко действия. Можно еще что-то будет сделать. Вот. А потом еще мы будем брать ему скрытность и еще больше скрытности. То есть он будет очень часто быть в невидимости и с невидимости атаковать и получать какие-то дополнительные действия. И у нас будет хорошо работать вот этот навык как раз, когда мы будем получать урон из скрытности. Вот. Мы, наверное, возьмем вот эту штуку, чтобы он был более скрытный. Еще. Здесь что? Вихрь. Вихрь нам не нужен на самом деле. Легкий шаг, наверное, чтобы игнорировать оверы при всем этом деле. Тут тоже как бы... Окей, шпион, чтобы его можно было на халявку брать. А здесь... 1 урон, 10 меткости. Меткости не так много. Головорез на самом деле хочется тоже взять. Блин, какой-то ты... Очень меткий. Тоже, знаете, меткость не хочется зря тратить. То есть вот эта ветка вся, она подразумевает, что он будет где-то сидеть. Вот как вот на этой миссии, которая была в записи, он 1 раз, по сути, ударил за всю игру. А так он просто сидел. Может быть, забить на этот навык к черту, а пойти вот так. Пойти вот от такого этого мясника, да, который будет резать всех нахрен. Вот здесь только... Вот здесь, наверное, только вот так. Да, смотри, мне вот это больше нравится на самом деле. Меткость тут не нужна. Может быть, малозаметный взять. Чтобы, если там, ну, как-нибудь неудобно будет резать, он за полукавером все-таки сел и резанул. Наверное, даже вот так. Тут все-таки вот так. И как-нибудь насобирать на вот это еще. Да, вот так мне больше нравится. Давайте так. Мясник будет.
Вы уже заметили, что я очень люблю ковыряться с этими ветками. Если кого это раздражает, ну вы мотайте просто и все. И... Это как бы моя любимая часть игры. Сидите, выбирайте навыки персонажам. Итак, у нас планшет, неплохо, ядро, хорошо, внимательность, не знаю, возможно на продажу, возможно нет. Сектоид, дуэлист, целотит. Какая жесть. Ну, это вы сами прочитаете, кому интересно, на паузу можете нажать. Расшифровка. Вскрытие дуэлиста, вскрытие целотит. Целотит — это летающий газовый мешок, который имеет удивительно высокую регенерацию клеток. Неплохо, неплохо. Угу. И ученый. Вообще класс. Гораздо быстрее сейчас будут исследования идти. И давайте еще поповышаем немножко. Ой, блин. Я думаю, я вас и так утомил повышениями. Давайте мы на следующую часть перенесем эти повышения. Поповышаем в начале части и потом на миссию пойдем. Все, всем спасибо за просмотр. Жду вас в следующей части. Всем пока.